Как лучший актер Тимоти Шаломе получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Марти Великолепный». Возможно, через пару месяцев он получит и «Оскар» за эту роль. Однако у многих возникают неоднозначные чувства после просмотра этого фильма. И я предлагаю разобрать его более детально и все-таки понять, почему Тимми заслуживает на эту роль, и никто ему не покупает его премий. Меня зовут Кунци Елена, я рассказываю о кино и костюмах кино, а сегодня поговорим и о костюмах около этого фильма. «Марти Великолепный» — это спортивная драма режиссера и сценариста Джоша Сафдии, которая частично основана на жизни профессионального игрока в настольный теннис Марти Рейзмана, известного также под прозвищем «Игла» из-за своего телосложения. Марти был чемпионом среди мужчин в единичном разряде в Штатах в 58 и в 60-м годах, а также он является или на тот момент, по крайней мере, являлся самым старшим игроком, который когда-либо выигрывал чемпионат. Именно в 67 лет он выиграл американский национальный чемпионат. Это был 1997 год. Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке в районе Нижний Ист-Сайд в 1950-х годах. Нужно сказать, что в 40-х и 50-х годах в Нью-Йорке настольный теннис был своеобразной субкультурой из чудаков, игроков в азартные игры, актеров, врачей, студентов, кого угодно, кто круглосуточно играл или делал ставки, или одновременно делал и то, и другое в таких клубах, как, например, Лоуренс, который находится в центре Манхэттена, и, насколько я понимаю, он существует по сей день. Талантливый игрок мог заработать сотни долларов за одну такую ночь. А сам Марти Рейзман начал играть на деньги в настольный теннис с 12 лет. И, судя по немногочисленным фотографиям, а также по упоминаниям в книгах о нем, он был заядлым модником, поэтому можем предположить, на что он тратил свои деньги. Гардероб Марти Суприма в фильме выглядит очень внушительно, впрочем, как и у самого Рейзмана. А учитывая не только любовь к одежде Тимоти Шаломе, но и владение искусством подать себя через одежду, думаю, не будет лишним, если мы просмотрим гардероб не только в самом фильме, но и ту одежду, в которой появлялся Шаломе, рекламируя сам фильм. Режиссер фильмов «Хорошее время» и «Неограненные драгоценности» как раз трудился над фильмом с Адамом Сэндлером, когда ему жена подарила книгу Рейзмана, которую она нашла в комиссионке. Книга его не просто вдохновила. Дело в том, что он еще, будучи мальчишкой, играл в пинг-понг с отцом, пока рос в Нью-Йорке. А еще в одном из интервью он упоминал, что его СДВГ как раз эта игра очень сильно помогала, так как требовала большой концентрации и точности. Кроме того, его дед играл в настольный теннис в клубе Лоуренс, и он рассказывал о завсегдатаях этого клуба, которых там встречал, в том числе о друге и конкуренте Рейзмана Дике Майлзе. Однако, взявшись за этот проект, Сафди встречал очень много препятствий, временных мер и просто насмешек. Мало кто в принципе верил в этот проект. И он сравнивал этот опыт с одержимостью Рейзмана стать чемпионом мира в этом виде спорта. Тот момент, когда ты очень веришь в свою мечту, делаешь все возможное, чтобы ее достичь, но при этом не всегда и далеко не все тебя поддерживают. Кроме всего прочего, Сафди понимал, что персонажу Марти в этом фильме, фамилия его Маузер, Марти Маузеру, необходим грандиозный гардероб, который будет соответствовать его амбициям. И он обратился к художнице по костюмам, с которой они уже сотрудничали над его предыдущими фильмами. Это Мияко Беллици. Она разрабатывала костюмы для фильмов Сафди «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном в главной роли, а также для «Неограненных драгоценностей», но ее работы также вы можете видеть в недавно вышедших фильмах, таких как «История звука» 2025 года Оливера Хермануса, «Здравствуй, грусть» 2024 года Дурга Чубоса, а также в мини-сериале «Сцены супружеской жизни» 2021 года с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком.
Как для режиссера, так и для художницы по костюмам историческая достоверность и аутентичность играют первостепенное значение. В принципе, также к своей работе относился художник-постановщик этого фильма Джек Фиск. И если в плане художественного оформления это значило применение такого же шрифта на витрине Delancey магазина, то в плане костюмов это значило отсутствие современных брендов и современной одежды в гардеробе актеров. Абсолютное отсутствие. Для Беллици этот фильм в первую очередь не про моду, а про реальность. Она вдохновляется обычными людьми и реальными вещами. Например, за несколько лет до начала этого проекта она на eBay купила все выпуски журнала Life за 1952 год, и это ей очень помогло, работая над этим проектом. Она таким образом могла видеть, чем интересовались люди в тот период жизни. Также она использовала каталоги товаров и одежды, которые также могли люди приобретать, живя в 50-х годах. И, конечно же, она всегда над каждым фильмом очень скрупулезно проводит очень щепетильные исследования не только одежды, а в принципе эпохи, изучая и мелкие какие-то детали, аксессуары, предметы, которыми могли люди пользоваться в тот период. Когда она начала работать над этим проектом, это, как она говорила, была эпоха ее мечты, поэтому она уже много чего знала, и это ей помогло за 8 недель разработать более 5000 костюмов. Когда другие художники по костюмам слышали об этом, они говорили, что у нее должно было быть не менее полугода для подобной работы. Она говорила: да, ну ладно, теперь я об этом знаю. Но, в принципе, ее подготовка и ее любовь к историческим точностям в работе и в деталях помогли ей над этим проектом справиться таким образом, как мы видим. Очень-очень круто. Сафди и Беллици также любят использовать документальные и фотографические материалы. В частности, Сафди нашел в МоМА запись 1955 года уроженца Бруклина, которая стала визуальной библией для людей, которые пытались воссоздать атмосферу послевоенного Нижнего Ист-Сайда. Также они скрупулезно изучали фотографии середины прошлого века и, в частности, обращали внимание на работы таких художников, как Эллен Левит и Рут Оркин. Те, которые понравились больше всего, они оцифровывали и сбрасывали в общий Dropbox, и их накопилось очень большое количество. Единственная проблема была в том, что они практически все были черно-белые, и этот вопрос нужно было решать, конечно, Мияко Беллици. Я специально избегаю возможности описать сюжет этого фильма, так как он очень динамичный, как и все фильмы братьев Сафди. Тут, конечно же, есть погони, есть какие-то преследования, обязательно нужны были дублеры, потому что много чего происходит в кадре. Конечно же, художница по костюмам не могла с этим совсем справиться сама за 1,5 месяца. У нее было 50 помощников на площадке, и они очень скрупулезно занимались в основном пошивом одежды для 20 главных действующих актеров, и брали в аренду из разных костюмерных также одежду для других персонажей, которых мы наблюдаем в кадре, но не слушаем и не видим так часто. Скрупулезно, конечно, должны были работать все представители художественного отдела, так как высокая планка аутентичности и реалистичности, поставленная Беллици, никак не могла упасть ни при каких обстоятельствах. Одежда периода действия фильма, конечно, еще доступна на таких сайтах, как eBay и тому подобных, но проблема в том, что не всегда можно найти правильный размер, а уж тем более в том количестве, в котором эта одежда необходима. Например, в
спортивная форма, которую мы тут видим, должна была разрабатываться. Конечно, нашелся один комплект винтажный, но на его основе нужно было сделать еще и 10 таких же. И это требовало определенного мастерства и, конечно же, точности. Кроме того, Беллети просто мастер, который знает, что такое дьявол кроется в деталях, и она искала аутентичные вещи, даже все, что касалось аксессуаров и нижнего белья. Например, колготки, которые мы можем видеть на героинях этого фильма, были куплены в хасидском еврейском центре в Вильямсбурге. Визуальной изюминкой этого фильма можно назвать мужские костюмы. Многие из них были взяты в аренду в Лос-Анджелесе, и чаще, как говорила Миака Беллити, это были модели 40-х годов прошлого века. Действие фильма происходит хоть и в 1952 году, все-таки большинство людей еще не носило моду 50-х, которую мы знаем. Во-первых, сама мода не развивалась так быстро, во-вторых, чаще всего у людей одежда, которую они носят уже несколько лет, и костюмы в том числе, в общем, носили в основном костюмы 40-х годов. Кардинальная разница между костюмами 40-х и 50-х заключается в том, что на костюмах 50-х выше плечи, они более приталенные и лацканы там немножко уже. Костюмы уже 40-х годов были шире, и штаны там были более широкие и с двойными складками. Если смотреть по героям, например, Милтон может себе позволить костюмы 50-х годов, он предпочитает крой более новый просто потому, что он может его себе позволить. И, конечно, важный аксессуар для костюмов – это галстук. Беллети с ними тоже очень тщательно и хорошо работала. Она рассказывала, что ей в принципе нравятся модели 40-х и 50-х годов, потому что они были более короткими, и визуально они выигрывали по сравнению, как ей кажется, с сегодняшними более длинными галстуками. Кроме того, по ним тоже можно определить характер персонажа. Например, она говорила, что ей безумно нравится галстук, который носил Марти с восклицательным знаком. И в противоположность на том же Милтоне были шелковые галстуки, которые уже говорили об эпохе 50-х годов. Что же касается образа Тимоти Шаламе, то здесь оказалось не все быстро и просто, потому что, как рассказывала Беллити журналу «Нью-Йоркер», когда он приехал, она увидела, что это все еще Дилан. Он еще не вовлекся в новый проект, он еще болел своей предыдущей и довольно хорошей значимой ролью. Кстати, у меня есть эпизод на канале про фильм про Боба Дилана, где Тимоти Шаламе играет главную роль, ссылочка здесь будет выше. И это, конечно же, ее немножко сбивало. Но Тимоти всегда очень хорошо работает над персонажами, очень скрупулезен, он готов делать очень много попыток, кучу всего примерять, искать, и они добились своего. Изначально Беллети начала экспериментировать с повседневными костюмами, но здесь что-то не сходилось, как-то не проигрывался образ, он был визуально скучный, что ли. И прорыв произошел тогда, когда она попробовала костюмы так называемой субкультуры Wise Guy, то есть гангстеров. Она ему предложила костюмы с более квадратными плечами, такие, показывающие всю браваду Марти Суприма, что в конечном образе сделало его силуэт очень интересным. Когда мы видим персонажа Абеля Феррара, мы видим, то есть вот этот мужчина с собакой, мы видим по факту того человека, на кого ориентировался сам Марти в этом фильме. Абель хулиган, человек, который махинациями и разными доступными и недоступными способами добивается своего. А Марти как раз входит в эту жизнь, и он сам живет как хулиган, он сам
ориентируется на подобные ценности, и в конце концов он ориентируется и на стиль этого героя. В то же время его костюмы и несколько напоминают зуд-костюмы, которые были популярны среди темнокожего населения Америки. По сути, это костюм аутсайдера, и Марти своего рода аутсайдер. Ему неинтересно работать в обувном магазине, пусть он там и лучший продавец, он хочет чего-то большего. Как я уже упоминала ранее, Беллетти уделяла очень много времени и особого внимания деталям. И некоторые детали мы даже можем с вами не заметить. Скажем, нижнее белье, оно было аутентичным. И, конечно же, к нижнему белью Марти Суприма она отнеслась со всей серьезностью. Напомню, это 1952 год, и тогда мужчины носили комбинезоны или так называемые комплекты, то есть это майка и трусы. В нашем понимании классические трусы или боксерки только входили в моду. И, в принципе, персонаж Марти, который одевал одежду, которую уже несколько лет, и она выглядела немножко потрепанной, мог надевать и классическое нижнее белье. Но Мияко посчитала, что нет, этот персонаж нижнее белье будет носить ультрамодное, и, соответственно, в некоторых частях фильма мы можем даже подсмотреть кое-что. Это, как она же говорила, прослеживается и у наших бабушек. Они носят свое белье, они не носят стринги, которые носим мы. Также предмет, который был очень важен для Мияко Беллетти, это майка Марти, которую он носит постоянно под одеждой. Это была неотъемлемая часть гардероба мужчин, и при этом нужно было найти ту, которая соответствует эпохе. И когда Мияко ее нашла, она говорила, что это было похоже на выигрыш в лотерею. Она очень не любит, смотря какие-то исторические фильмы, замечать там современную одежду. И майки классические в нашем понимании очень изменились за 70 лет. И мало того, что фактуры, они еще и шьются теперь иначе, там был абсолютно другой фасон. Если вы присмотритесь к кадрам или даже фотографиям, на которых изображен Марти, бегущий по улице в этой майке, расстегнутой рубашке, вы обратите внимание, что она абсолютно иначе выглядит, чем те, которые можно купить в магазинах. В конечном итоге художница по костюмам осталась очень довольна сотрудничеством с Тимоти Шаломе и говорила, что здесь было очень много места для творчества, игривости и экспериментов. Как яркий пример, она говорила о красных перчатках. Это одна из сцен в фильме, когда герой Тимоти Шаломе поедает хот-дог в красных перчатках. Как мы помним, его прототип Рейзман очень эксцентричный мужчина, он даже где-то под 80 фотографировался в леопардовых штанах, это было окей. Так вот, Тимми в ряде экспериментов нашел красные перчатки. Мияко говорила, что даже не помнит, откуда они взялись. Возможно, это были вообще женские перчатки красные, которые не подошли Тимми по размеру, и потом для него специально сделали аналоговые такого же красного цвета. Но это в очередной раз показывало, насколько важно, чтобы дизайнер или художник по костюмам и актер сотрудничали и искали персонажа, который появится в фильме, вместе. Вообще здесь очень интересно обратить внимание на каждого персонажа, так как не только правильная историческая достоверность костюмов была важна, но также и стилистика каждого героя. Например, таксист Уолли, друг Марти, парень родом из Гарлема, и он носит те самые классические зуд-костюмы, эти широкие штаны, и он очень аутентичен. Тот же Милтон, это человек с достатком, он представительный, богатый, имеет красавицу жену, о которой мы поговорим немножко позже, которую играет Гвинет Пэлтроу.
И он играет не только на моде, не только на возможности покупать современную одежду, у него также еще палитра меняется в зависимости от того, где он находится. Например, если он в Париже, то это черный костюм с красным галстуком, если Лондон, это уже серость, а если... Извините, серый цвет, не серость, конечно. А если это Токио, то здесь синий с розовым. Кстати, по поводу Токио и вот сцены, которая происходит в Японии, тоже хочу рассказать отдельно, потому что этот момент, этот эпизод был очень важен для художницы по костюмам, потому что, как вы можете распознать по имени, Мияко Беллити – это девушка, которая имеет как японские, так и итальянские корни, хоть и родилась в Америке. Когда закончилась война, часть ее семьи, которая родом из Японии, находилась в Штатах, но находилась в лагере для интернированных. Позже они переехали в Нью-Йорк. И они имели очень много семейных альбомов, фотографий. Соответственно, это и стало главным источником вдохновения и поиска главных ориентиров для Мияко, которая работала как раз над этим проектом, над этой сценой. Она рассказывала, что в частности ориентировалась на фотографии своего двоюродного деда в военной форме, а также семьи, с которой он фотографировался, и очень много образов были как раз взяты с фотографии семейного архива. То есть это как раз то, что, с одной стороны, очень интересно и для истории ее семьи, и то, что невозможно достать обычному обывателю. Кстати, для воссоздания вот этого эпизода в Японии было необходимо сделать порядка 1000 костюмов. Мияко говорила, что по факту в период ее работы был сумасшедший график, потому что в течение дня обычно нужно было подготовить порядка 300 костюмов для разных персонажей, и тем не менее она с этим справлялась, и мы можем обратить внимание, насколько они точны, исторически достоверны и интересны нашему глазу. В принципе, работа над таким фильмом является вызовом для любого художника по костюмам. Ну, во-первых, представьте, за 1,5 месяца нужно создать 5000 костюмов, более 5000. А кроме того, над проектом ты работаешь с некими иконами стиля, потому что, так, я думаю, можно назвать как Тимоти, так и Гвинет Пэлтроу, которая позже появляется. Но есть некий персонаж, которого вы могли не узнать. Это Исаак Мизрахи. Он является в фильме агентом героини Гвинет Пэлтроу, и он сам по себе дизайнер и художник по костюмам театра. Поэтому работать с ним для Мияко было подарком, можно сказать. Она даже рассказывала, что в некоторые моменты пару раз с ним консультировалась по поводу некоторых образов. И почти плавно мы перешли к героине Гвинет Пэлтроу, Кей Стоун. Она очень выделяется на фоне других персонажей и явно контрастирует с ними. В прошлом звезда Голливуда, немого Голливуда и весьма успешная актриса. Теперь она жена богатого мужа, которая сопровождает его в его поездках. И если, видимо, изначально этот брак планировался как очень удачный, где она будет чувствовать себя как за каменной стеной, по факту она скорее чувствует себя в золотой клетке, что не мешает Кей выглядеть очень величественно и утонченно. Когда Беллити думала над этим образом, она в голове держала таких актрис, как Марлен Дитрих и Грейс Келли. И действительно, у Грейс Келли и Гвинет Пэлтроу очень похожий типаж, поэтому иногда может возникать ассоциация с Грейс Келли, прям когда мы просто видим ее на экране. Она и стилистически похожа, и кроме того, режиссер очень хотел, чтобы героиня Кей использовала как можно меньше макияжа, чтобы она выглядела максимально естественной и натуральной.
Беллити очень поддерживала его в этом плане. Она также не видела ее какой-то экстравагантной и взбалмошной старлеткой, которая живет в Верхнем Ист-Сайде. Наоборот, она также была за эту интеллигентность, природность и утонченность. Вся одежда, которую мы видим на Кей Стоун, очень точно передает модные тренды той эпохи. Она просто завоевывает нас своим пальто цвета слоновой кости или шляпками-таблетками с вуалью. Она выглядит действительно шикарно, особенно на фоне Марти, когда они встречаются вместе. Ну, что тут сказать? Она богата, и она должна держать эту марку. Она не то, что хочет, она должна выглядеть презентабельно и модно. Кроме того, Беллити не могла не воспользоваться тем моментом, что период съемок, период сюжета зима на улице, поэтому она надевает шубку. Эта шубка на Гвинет Пэлтроу появляется в сцене с Марти, где она набрасывает шубу поверх нижнего белья. И, возможно, это была параллель с героиней Гвинет Пэлтроу, которую мы знаем, она стала культовой. Это персонаж из фильма Уэса Андерсона «Семейка Тененбаум». Цветовая палитра, к слову сказать, очень помогает героине по мере развития сюжета. Если изначально мы ее видим в таких бежевых и серых оттенках, ну, она живет степенной жизнью, спокойной, абсолютно понятной, поэтому ей не надо выделяться. Но когда на горизонте появляется, во-первых, Марти, и она оживает как женщина, во-вторых, момент возможности вернуться на сцену через театральную постановку, она, как и ее гардероб, начинает оживать. И квинтэссенцией этого всего является ее красный наряд, в котором она появляется на своей собственной премьере, а также позже и на тайной встрече с Марти, который просто кричит «Я живая». Кстати, интересный момент, что часть гардероба персонажа Гвинет Пэлтроу является одеждой самой художницы по костюмам Миака Беллити. Миака в одном из интервью говорила, что у них одинаковый размер одежды, и поэтому некоторые вещи она брала из своего архива, например, юбки и туфли, которые носит Кейт Стоун, это собственность художницы по костюмам. Кстати, интересная параллель с жизнью самой Гвинет Пэлтроу, которая тоже какой-то период не появлялась на большом экране, но так как мы ее знаем по прошлым ролям, для тех, кто любит ее творчество, конечно, было подарком ее возвращение на большой экран, дети выросли, ничего не отвлекает, возможно, просто соскучилась и делала паузу в профессиональной карьере, ну, мало ли что было, в любом случае здорово, что она вернулась через эту роль, и будем надеяться, второй виток ее активной карьеры будет гораздо более удачный, чем у прототипа ее персонажа в фильме. А противоположностью героини Гвинет Пэлтроу была героиня Одессы Азион. Та самая взбалмошная девчонка с Нижнего Ист-Сайда, которая завоевала сердце Марти, а также забеременела от него. Проблематичность в создании ее гардероба для художницы по костюмам состояла в том, что в тот период не было еще одежды для беременных, ее не шили специально, и мало того, в тот период еще не было стрейчевой ткани, соответственно, нужно было как-то крутиться, выкручиваться и придумывать гардероб, чтобы он, с одной стороны, был аутентичен, а с другой стороны, самой Одессе было удобно играть в этой одежде, потому что очень много действий активных происходит, и в некоторых сценах ей надо даже бежать, соответственно, она должна была чувствовать себя как минимум комфортно. И, как мне кажется, и здесь художнице по костюмам это удалось на высшем уровне. Возможно, когда вы смотрели этот фильм, в какой-то момент могло возникнуть ощущение, что кто-то здесь прибрехивает.
ну, не может этот персонаж настолько крутиться, у него не может в жизни происходить столько всего одновременно, и ну, вообще таких людей не бывает, что прям, ну вот настолько у него все как в фильме. Но на самом деле, если брать книгу Марти Рейзмана, если брать воспоминания людей, которые с ним общались, то этот парень был, да, действительно в какой-то степени прототипом Остапа Бендера. Он не обходил возможности заработать, он всячески крутился. Если в фильме Марти выступать против того, что он будет у кого-то на разогреве, ну как он, там, ни кукла, ни игрушка, ни марионетка, то Марти Рейзман абсолютно спокойно и даже очень хорошо ездил с разогревом, там, со спортивными командами, и кроме того, он еще и мог подзаработать в каких-то турне. Он, кстати, был тем парнем, который действительно мог попросить ассоциацию перевести его в другой номер, более комфортный. Он, если у него не было денег, мог забежать на какую-то свадьбу и там поесть. То есть он искал методы и возможности, как провести время максимально комфортно. Кроме того, в некоторых поездках он даже мог что-то продавать или покупать. Упоминается, что он даже занимался контрабандой. Он мог как возить шариковые ручки и продавать их, так и продавать табак. В общем, он искал все возможности, чтобы заработать. Иногда действительно также исключался на турнирах, как и в фильме. У него были свои взлеты, свои падения. Тем не менее, он продолжал искать максимальные доступные и иногда легкие источники дохода. Одно, кстати, из событий в фильме, которое действительно повторяет эпизод в биографии Марти, это противостояние с японским игроком. Действительно, был у Кота Энда прототип, заклятый враг, заклятый соперник Рейзмана, который играл и обыгрывал его. У него на его ракетке уже была прорезиненная наклейка, и поэтому для Марти это был просто какой-то кошмар, потому что мячик не так громко отбивался, имел вообще другую траекторию, а Марти был спецом как раз в игре с деревянной ракеткой, поэтому его это немножко, как минимум, выбешивало. Но, тем не менее, он играл и с этим парнем, прототип, не прототип, а актер, который играет Кота Энда, на самом деле не актер, это спортсмен Кота Кавагути, и он действительно слабослышащий, но это не мешает ему завоевывать бронзу на Олимпийских играх и быть довольно успешным игроком. А так как я уже упомянула про ракетку, конечно, надо пару слов сказать и про шарики, потому что вот эта тема оранжевых шаров в фильме на самом деле немножко преувеличена. Ну, по крайней мере, я не нашла источника, где упоминалось, что Марти Рейзман действительно тот самый нулевой пациент, который придумал и начал вводить оранжевый мячик в игру. Да, действительно, в период истории самой игры эти мячики появились, есть как белые, так и оранжевые, они используются в зависимости от света, в зависимости от съемок, и там нет никаких правонарушений, используете вы этот цвет или нет, но на самом деле, так что прям доказать, что Марти ввел его в игру, ну, нет, скорее это была фишка фильма, ну, кто может доказать обратное. И эта фишка стала ключевым моментом в маркетинговой кампании самого фильма, и о ней нужно рассказать немножко больше. Если вы следите за новостями кинематографа, то могли обратить внимание, что последние 10 лет есть такая тенденция, когда фильм запускается в прокат, на пресс-турах актеры, игравшие там главные роли, начинают появляться в какой-то одежде, которая является продолжением истории, которая будет видна на большом экране. Очень часто костюмы, повторяются стилистически. Таким примером ярким среди актеров есть, например, Зендея. Она очень круто делала пресс-тур фильма
соперники. Одежду тогда шил теперешний креативный директор Диора Джонатан Андерсон, а она появлялась на протяжении всего пресс-тура в одежде теннисной тематики, и даже там ее туфли с теннисным мячиком на каблуке наделали шума. И точно так же, когда она представляла фильм «Дюна», она просто затмила всех остальных актеров своими нарядами. Точно так же Марго Робби, когда она участвовала в пресс-туре по продвижению фильма «Барби», она продолжала одевать наряды популярные, в которых появлялась сама кукла в продаже. Также сейчас, когда идет пресс-тур «Грозового перевала», она просто в сногсшибательных нарядах появляется практически каждый день в масс-медиа. И также Тимоти Шаломе, он тоже мастер показать себя в пресс-туре, он подбирал очень классные образы, которые были аналогичны Бобу Дилану, когда он представлял свой предыдущий фильм. И также здесь он взял более высокую планку. Тут еще задолго до пресс-тура он начал появляться в ветровке, на которой было написано «Марти Суприм». Иногда на каких-то массовых событиях он даже появлялся в окружении людей, у которых вместо голов были оранжевые сферы. Что это было, почему он так выглядел, было не сильно понятно, и что за надпись «Марти Суприм» тоже было непонятно. Но он продолжал надевать эту одежду разных оттенков, и его фотографировали в разных местах в ней, и непонятно было, что вообще происходит с ними. А после начали в сети появляться и другие известные как актеры, так и блогеры. Например, возник Том Брэди, потом Кендалл и Кайли Дженнер в этих ветровках, и началась просто воронка. Фанаты хотели себе такую же куртку, некоторые начали покупать пиратские, пока ближе к презентации этого фильма Тимоти не опубликовал, кажется, в Инстаграме фотографию рандомно возникшего на Манхэттене магазина с мерчем, который представляет фильм «Марти Великолепный». Когда очередь набежала, он появился среди вот этих снова людей с оранжевыми шариками вместо голов в той же ветровке Марти Суприм и прошел к входу в этот магазин. Дальше он исчез и образовал таким образом очередь из фанатов, которые стояли на протяжении 4 часов. А в магазине был мерч, представленный из 24 предметов, который создавал Донни Нахмаис вместе с Тимоти Шаломе. И самая дорогая вещь там была та же ветровка разных оттенков и цветов, и она стоила $250, а вплоть до носков, которые стоили $30, самая дешевая вещь, кажется, там была брелок, он стоил $18. Таким образом, обычно происходят события из разряда каких-то концертов или бейсбольных матчей, когда фанаты могут приобрести какой-то сувенир на память. Но здесь, на самом деле, прыжок в плане рекламы, потому что уже непонятно, как крутиться рекламодателям, как показывать какие-то рилсы или что еще продать, куда еще послать актера, с каким интервью. А здесь, оказывается, можно еще и так повторить пример старого Голливуда. А я напомню, что в период золотого времени Голливуда, то есть это 30-е и 50-е годы, на территории всей Америки существовало, наверное, около 1000 точек, где можно было приобрести одежду, которая появляется на большом экране. Иногда одежда продавалась даже за полгода или за год до выхода фильма в кинотеатрах. Эта тенденция потом немножко сдвинулась, но тем не менее, кажется, Тимоти Шаломе ее возвращает. Но, к слову сказать, не каждый актер может себе это позволить, таких очень мало. И Тимоти Шаломе из их числа. Мало, наверное, даже тех актеров, на кого он равняется, могут себе позволить такую рекламную кампанию. Но
он показал, что это возможно. Он по факту стал тем же фокусником, что и Марти Маузер в его фильме. Ну, почему этот парень не заслуживает награду? Он заслуживает, он просто гений рекламы в этот момент. Я, конечно, фанат спойлеров, но тем не менее попытаюсь обойти этот момент, но не могу не сказать, что в конце фильма у вас наверняка возникло чувство, или возникнет, если вы будете смотреть, что точку поставили посередине, потому что что дальше с карьерой, что происходит? Я не скажу, что происходит с Марти Маузером, но я скажу, что происходило с его прототипом Марти Рейзманом. В 1958 году он накопил денег, чтобы купить свой собственный клуб по настольному теннису. Он назывался Риверсайд и находился в Верхнем Вестсайде и стал довольно популярным местом. Туда приходили такие известные голливудские актеры, как Мэтью Бродерик и Дастин Хоффман. В 2008 году, кажется, был выпуск Late Show, где Мэтью Бродерик рассказывал о своем увлечении и как раз рассказывал про этого волшебника Марти Маузера, который умеет ракеткой перешибить сигарету. И позже появляется Марти в этом выпуске, который показывает этот свой трюк. Этот эпизод есть на YouTube, поэтому кому будет интересно, посмотрите. А по поводу того, что настольный теннис стал действительно спортом Олимпийских игр, то тут немножко становится грустно в плане американцев, потому что они действительно очень любят настольный теннис, но при этом ни один американец не получил какую-то существенную награду на Олимпийских играх. Их обходят представители Китая. Но не может быть у нас без «но». Сейчас представитель среди публичных таких голливудских актеров, весьма известных и любителей, фанатов настольного тенниса является Сьюзан Сарандон. Она совладелец клуба «Спин». И благодаря своей любви к этому виду спорта она сделала его довольно роскошным элементом ночной жизни Манхэттена и продолжает поддерживать эту марку по сей день. Что ж, на сегодня, наверное, про настольный теннис, про Тимоти Шаломе и Марти Суприма это все. Надеюсь, вам было интересно, и вы посмотрите или пересмотрите. Я точно буду пересматривать. А в следующий раз будем записывать выпуск, дай будет интернет и свет. У меня интернета нет 3 недели. Тем не менее, стараемся, живем и греемся. Вот, так что в следующий раз запишем снова что-то интересное. Оставайтесь, подписывайтесь и до встречи. Пока!